Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, мои дорогие и любимые люди. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем делать зайца нашего. Сегодня у нас по плану роспись. И будем, значит, крепить руки, ноги, голову на наше тельце, на нашу тушку. Вот такого зайца будем делать. Все сейчас собираются, да, тихонечко подходят. Ну, кто не успел посмотреть начало, всегда сможет это сделать в записи, посмотреть. Знаете, я вчера получила огромное количество сообщений, огромное количество после эфира, и не было среди них ни одного какого-то агрессивного, злого, какого-то, ну что-то, знаете, никаких гадостей вообще не было. Это так порадовало, потешило. Ну вообще просто вот все хотят мира, все хотят мира, все хотят, чтобы скорее этот ужас и безумие закончилось, все хотят спокойно сидеть, куклить. И огромное количество я получила сообщений от людей, которые сейчас находятся в этой зоне боевых действий, которых там вот прям стреляют. Знаете, одна мама написала, что, вы знаете, за 10 дней войны я первый раз улыбнулась вашему этому зайцу. Первый раз дети увидели, сказали: мама, ты улыбаешься. Это я про что, дорогие мои? Про то, что наше ресурсное состояние не только нам важно, да, также важно всем людям, которые находятся вокруг нас. В общем, надо, знаете, сердце одно, а в голове должно быть ресурсное состояние. Поэтому, как только чувствуете, что вас накрывает злость, ненависть, бессилие, чувство стыда, неважно чего, все, хватаемся за глину, пластилин, холодный фарфор, что там есть под рукой, и начинаем лепить, если это вам приносит радость, и вы можете войти в ресурсное состояние. Надеюсь, вы понимаете, о чем я, да? Вот. Сегодня мы будем заниматься росписью. Роспись – дело веселое, хорошее, недолгое, поэтому у нас будет, скорее всего, такой эфир не очень долгий. Вот. Но с росписью можно заморочиться вот по-разному, по-всякому. Мы сейчас, вот смотрите, есть такая некая базовая, да, роспись. Я сейчас переверну камеру и уже буду более собрано и подробно, значит, разговаривать. Для росписи, то, что нам понадобится, я уже говорила на подготовительных эфирах, но вы должны все равно там знать, да, у меня есть, я буду пользоваться такой этой морилкой, разведенной с водой. Это дуб у меня. Дуб, и, по-моему, я туда остатки какого-то красного дерева зафигачила. Ну, неважно, да? Наш один дуб пойдет. Вот. Если нет морилки на водной основе, господи, кофе, чай, кора дуба, ну, в общем, что луковая шелуха, тоже она такой вот коричневый дает такой. То есть нам нужно вот эту вот белизну, вот эту жуткую, нам ее надо сделать красивую, такую, чтобы она немножечко, вот видите, разница. Вот у меня уже один зайчик потонирован морилочкой, а второй еще такой отвратительно белый. Вот. Так, и нам нужна будет пастель. Пастель сухая. Если у вас нет пастели сухой, потому что есть пастель, знаете, масляная, она вот нам в этот раз не подойдет никак. А сухая пастель подойдет. Софт. На ней должно быть написано софт. Какой она там марки, чего, не это самое. Ой, комплименты пошли. Брошка красивая, я красавица. Да, я вот брошка у меня, да, такая, знаете, Лепехина, по-моему. Я люблю ее брошки. Вот, про шлифовку сейчас все расскажу, не переживайте, я просто так читаю ваши вопросы про себя, а даю ответы всем, да, я думаю, что у кого-то в голове тоже, о чем она говорит, вы уж меня терпите, в общем. Пастель сухая, софт. Если нет сухой пастели, что можно взять? Можно взять тени для глаз без перламутра, румяна сухие, акварельные карандаши подойдут, ну, в общем, это все вот это подойдет. Ну что, народ так уже чуть-чуть подсобирался.
можно переводить, переворачивать камеру. Конечно, кофе можно тонировать, и кофе, и чаем, и луковой шелухой. В общем, нам надо убрать вот эту белизну, вот эту вырви глаз. Если вы делали из запекаемой пластики, то вы ничем не тонируете. Вот как она у вас уже есть, вот из запекаемой пластики, там, с розоватым таким отливом, да, пластика. Вот вы это самое оставляете все так. Я просто покажу потом, как пастелькой все это дело затонировать, чтобы это все было вкусно и красиво. Вот, мастер-класс будет здесь лежать до победы, давайте скажем так, до того, как у нас будет мир во всем мире. Вот, пожалуйста, пользуйтесь им, смотрите его, делитесь им, давайте другим людям его, сами лепите зайцев, других друзей собирайте, друзей, детей тоже вокруг себя сажайте и лепите зайцев. То есть лучше лепить зайцев, чем воевать, ребята, вот так вот. Вот, что и какие еще вопросы я сейчас читаю, просто вы тут набрасываете. Вот этот вот ликвид. Ох ты, Господи, я не знаю, как сказать. Пусть это будет strong tea, очень крепкий чай, пусть будет. Да, крепким чаем можно заменить. Окей, я не знаю, как морилка на английском, как человеку объяснить, что это морилка. Вот. Ну все, да, вопросы позадавали такие текущие, поэтому переворачиваю камеру, выключаю комментарии, ну и будем занимать руки, чтобы голове было легче. Так, поехали. Вот так, свет. Сейчас покажу, как тонировать, не переживайте, знаете, не бегите вперед паровоза, все сейчас расскажу и покажу. Вот у вас есть заяц. Я даже ему хвостик сделала, знаете, вчера было это такое, где же хвостик? Вот он хвостик, сделали капельку обычную, тут ее поцарапали сверху. Вот и это самое, получился хвостик. Вот есть голова. Вот у нас есть некая жидкость, которая уберет вот эту всю белизну жуткую и дикую. Она не дикая, она бывает иногда очень красивая, но в нашем случае, так как мы все старим и делаем такой а-ля винтаж, то, конечно, нам вот эта вот белизна не очень подойдет. И все, и мы просто заливаем вот этой морилкой нашего зайца. Можно его прям окунуть в емкость. Вот все, и глаза, и нос, вот везде, чтобы везде вот в эти щелочки кругом это морилка или этот чай, пускай кофе, там чем вы тонируете, пускай оно все. Ой, комментарий убираю, господи, забыла совсем, выключаю, да. Ага. Вот, все заливаете. Значит так, если вы решили искупать вашего зайца в бочонке с чаем там или с чем, учитывайте, что от жидкости пластика размягчается, чтобы вы там, знаете, его не вытянули, а он там уже без нижних век, потому что веки отлипли и всплыли на поверхность. Вот, в общем, вот таким нехитрым способом вы всего этого зайца нашего покрываете и даете ему чуть-чуть подсохнуть. Хвостик, кстати, тоже. Вот очень красиво это, вот эти трещинки, всякие впадинки. Вот эта морилка, она попадает, и остаются такие фактуры. Вот видите, тут на ушке такие трещины. Поэтому, если там он у вас потрескался, не надо его там выглаживать сильно. И не шлифуем. Вот мы его как кисточкой выгладили. Вот пускай он будет весь такой, видите, чуть-чуть где-то какие-то трещинки, морщинки. Это прекрасно. Вот тут ушко все такое, видите, вот пускай оно все остается. Такой колорит дает, живость в работе. Интересно рассматривать. Ну, в общем, в таком плане. И вот он сейчас будет высыхать, светлеть, да. И что еще можно было бы сделать, чтобы он такой более фактурное было лицо? Когда он будет у вас высыхать, возьмите и пройдитесь салфеточкой какой-нибудь. Если вдруг пропустили, он у вас уже высох, ну, с влажненькой салфеточкой пройдитесь.
вот по выступающим частям, чтобы они выступили, тогда лицо будет выглядеть более объемным. То есть там, где есть затеки, ямочки, туда там и останется эта вся морилочка, впитается, да, а где, значит, вы прошлись тряпочкой, зубки можно выбелить, знаете, такое отбеливание зубов. Ну что у него, гляньте, какие красивые зубки. Вот, а там, где, значит, в ямочках эта морилка затекает, вот пускай она себе и затекает. То же самое делаем с ручками и с ножками. Все, и ждем, пока оно высохнет, потому что мы будем тонировать по-сухому. То есть нам нужна эта поверхность обязательно сухая. По мокрому, если вы будете тонировать, ничего, ну, грязь там размажется, все эти пастельки перемешаются с друг с другом, и получится грязючка такая, в общем. Вот. И вот он у нас высох. У нас тут, знаете, этот монтаж, рояль в кустах. Вот уже наш парень высох. Так, сейчас я чуть-чуть так вот подложу. Попробую опустить немножечко камеры, чтобы было лучше видно. О, сейчас укачает всех от этого качания камеры. Так, вот. Ну, вот так будем. Вот, и начинаем работать с пастелью. По сути, вам для зайца достаточно вот 3 таких цвета. Вот коричневый, такой молочный шоколад, не темно-коричневый. Я его натираю всегда отдельно в дальнем углу, потому что если он смешается вот с этими цветами, это такой у меня, ну, как бы кирпичный оттенок красненького, и какой-нибудь подойдет оттенок рыженького. Вот, то есть если этот кирпичный там смешается, получается грязючка такая не очень аккуратная. Поэтому подальше его держите, не чихайте в этот листик, чтобы они там, значит, не смешивались. Вот, и мы вот эти вот, вначале тоненькая такой кисточка тоже сухая, совершенно неважно, синтетика она или натуральная. Набираете эту пастель и вот где-то в углублениях еще даете больше тени. Катается это. Да, где-то тут носик еще можно, где-то вот здесь вот в самых-самых глубоких местах вы можете еще добавить еще больше глубины, да. Вы можете это делать, конечно, послойно морилкой нанося, то есть нанести морилкой, вытереть поверхность выступающую, опять нанести морилкой, вытереть. И так несколько раз покупать этого зайца. И вы можете набрать эту, ну, глубину необходимую. В куклах так вот можно делать. Но так как у нас, знаете, с этими зайцами взлет-посадка, вы ж не будете там этот кофе туда-сюда постоянно. Да. Вот мы его чуть-чуть углубляем дальше. Вот. То есть вот первое действие такое. А дальше все очень просто. Вы берете вот этого рыжего, чуть-чуть красненького. Уже, видите, я беру другую кисточку, не вот эту коричневую, которая была, а другую, чтобы не смешивались цвета, чтобы грязи не было. Ну и все, и начинаем наносить румянец ему. Можем вначале просто рыженьким, желтеньким пройтись по щечкам. И вот так прям через носик эти щечки могут быть у нас. Подбородочек обязательно подрозовить немножечко. Вот эти вот красненьким таким вот, уже прям чисто красненьким, можно кончик носика. Такой, конечно, алкашный получается заяц. Ну что, праздники на носу, да? Это прям в прямом смысле слова. На носу видно, что были праздники. И пусть будет. Так, лобик. Тоже немножечко вот по розоватым сделали. Ну и давайте краешки ушка. Вот прям можно брать вот так вот на палец эту пластику. Знаете, у нас руки такие, немножечко на них есть этот жир, да, поэтому очень хорошо берется на них вот такая вот пастелька. И вот прям можно пройтись эти ушки прям пальчиком. В середине можно еще их подкрасить. Вот, если вы делали
из запекаемой пластики вот вы точно так же покрываете. Вы запекли вашего зайца или еще не запекли. То есть запекаемый пластик можно и по-сырому расписывать, вот таким вот способом. Можно расписывать его и по уже запеченному. Посмотрите, у меня на ютубе там есть мастер-класс такой подснежник. Мы такого там чувырлика делали зубастенького. И вот там я рассказываю подробно вообще, как с этой запекаемой пластикой работать и как ее тонировать. И, по-моему, я там вот и сухой, вот как раз там по-сырому я и показываю, как тонировать ее. Вот, посмотрите, ну, все такие действия, вот все точно такие же. Берете кисточкой, натираете вот прям на бумажке эту пастель. Ничего сложного нет. Бывает, что страшновато, да, что вот, ой, а вдруг не так сделаю, а вдруг не то там, это самое. Если вдруг вы чувствуете, что что-то пошло не так, вы берете сухую тряпочку, салфеточку и стирайте. Все, рисков никаких, поэтому можете экспериментировать как угодно. Пока вы не зафиксируете вот эту всю роспись этим лаком, я сейчас расскажу, покажу про лак, вы можете творить все что угодно. Ну вот, пускай уже такой, смотрите, вполне себе приличный, жизнерадостный заяц. Вообще, надо сказать, что роспись такая штука очень важная в кукле. Вот какие вы цвета подберете, какая вот эта палитра будет, настроение куклы очень передается. Поэтому, если, конечно, вы хотите делать какую-то такую веселую, жизнеутверждающую куклу, не бойтесь использовать такие какие-то яркие, теплые тона. А если вы, конечно, хотите передать какое-то настроение такое спокойно, то монохром вам в помощь. То есть используйте рядом стоящие в цветовом круге Итана вот эти цвета, и у вас получится очень спокойная кукла. А если хотите наоборот сделать ее яркую, чтобы цвета усиливали друг друга, используйте цвета, находящиеся напротив друг друга. Вот что я сделала, да, я использовала, чтобы этот заяц был ярче. Видите, тут есть у нас такой как бы желто-оранжевые оттенки и бирюзовые вот эти лапки. То есть оранжевый и бирюзовый, они находятся в цветовом круге Итана напротив друг друга, цвета усиливающие друг друга. Поэтому они выглядят на фоне друг друга ярче. Вот эти моменты тоже, конечно, надо учитывать, когда вы там костюм кукле создаете, что-то там такое. Вот это все такие штучки играют роль, когда мы смотрим на куклу, и у нас какое-то там, значит, рождается настроение, мы что-то начинаем чувствовать, да, кукла нам дает какой-то такой посыл эмоциональный, это же, ну, самое ценное такое, ты смотришь на куклу и начинаешь что-то сопереживать, то есть в тебе просыпается некая такая история про эмпатию, да, ты понимаешь, что чувствует эта кукла, и мастерство автора, конечно, тут бесценно, когда вы можете вот передать вот эти все штуки. Вот, еще, знаете что, вот я заболталась. Еще подчеркните нижние веки немножечко красненьким. Вот. Ну вот и хорошо. Пусть вот так вот будет, и все. Теперь мы покроем глазки акрилом. Как их рисовать, в какие стороны, вправо, влево, там, косой он, кривой, или он так интеллигентно сдержанный, вы уж решайте сами, хорошо? Но вот с акрилом, конечно, если вы там промахнетесь и нарисуете не туда, его тоже можно сразу как бы смыть, да, аккуратненько. Но конечно, там наметьте себе карандашиком, может быть, если вы точно не уверены, куда направлен взгляд этого зайца и там что такое. Я использую голубой, если вы заметили, цвет такой вот, ну, синий какой-нибудь, но добавляю туда мою сиену жженую, любимую, такой рыжий оттенок, смешиваю немножечко, или коричневый можно, немножечко приглушить, потому что очень яркий голубой, он такой будет, знаете, это, вырви глаз, не очень красивый. Ну и все, давайте ему нарисуем глаза куда-нибудь смотрящие. Такой безумный заяц. Да, лучше делать безумных зайцев, чем самому свихнуться. Так. Сейчас я тут, знаете, как через камеру смотрю и
прицел сбивается, вообще не очень могу попасть куда надо кисточкой. Ну ничего, так уже. Во, ну что, пускай будет. Такой симпатяга. Зайцем. Вообще, даже если вы нарисуете глаза в разные стороны, все равно они будут классно смотреться, потому что это же заяц, ему по судьбе написано быть косому чуть-чуть и кривому. Вот. Вот таким вот голубеньким цветом можно его чуть-чуть нарисовать, да, а потом, чтобы какой-то объем в глазиках был, добавить немножечко беленького и внизу вот этих вот зрачков поставить такие беленькие пятнышки. Я не вижу, не знаю, видно вам или нет, я попробую убрать свет, может быть, чтобы не бликовала, пока краска влажная. Вот, но можете этого и не делать, потому что ну, как-то так, да, если убираем свет, чтобы не бликовало. Ну и все, дождаться, пока высохнет, и поставить черный блик. Поставить черный блик и отпустить зайца жить спокойной жизнью, да, без его росписи. Значит, конечно же, то же самое, вот сейчас пока глазки сохнут, я вернусь к нашей пастели, к нашим лапкам. Вот они тоже у меня подсохшие, затонированные. И я их точно так же вот этим вот рыжим с этим красным вот намешала эти два цвета. И вот прям пальцем вот так вот. Очень нравится это детям делать. И вот они прям пальцем пачкают вот эти все лапки. Где-то кончики, может быть, покрасней. Вот так прям покрасней, где-то эти лапки сделать. Вот. И прям пальцем их вот так повозюкать. Ну, красота же получается. 3 минуты и затонирован заяц. Высокохудожественной тонировкой, знаете как. И то же самое с ручками. Так. Хорошо. Что нам еще нужно сделать? У нас еще с вами в зайце внутри, в голове есть фольга. Вы сейчас там сразу, кто со мной параллельно делает, вы ее не выбирайте, посмотрите весь процесс. Может быть, вы передумаете ее выбирать изнутри. Сейчас я подниму опять камеру, вас немножечко покачает. Так, я хочу показать, как у нас будет крепиться голова. Да? Вот, смотрите, я вытянула вот эту фольгу, аккуратно ножичком подрезала по краю этот неровный и вытянула эту фольгу. Когда будете фольгу вытягивать, если все-таки будете вытягивать, учитывайте, что здесь торчат каркасики из подушек, чтобы вы сильно не дернули. Знаете, может быть, там вы же там будете ее так там тянуть по чуть-чуть. Можете схватить случайно за вот эту штуку и разнести полголовы зайцу. То есть, ну, там аккуратненько надо. Вот. Для чего я вытягиваю эту фольгу? Для того, чтобы вот потом вот эта наша груша тела, я эту голову буду, вот видите, прям как будто бы одену на нее. Вот так. Одену, так как тут у нас опилки, оно все мягкое. Где надо, мы там его подавим, придавим, у нас будет прилично смотреться голова. Если вам страшно, да, это самое, ничего страшного, вы можете его вот, ну, тоже так вот прилепить прям и все. Если вы не хотите прилеплять, то вы можете просверлить вдоль головы дырочки, ну и ниткой тоже его пришить просто к телу, чтобы не приклеивать. Но если вы будете сверлить дырки, вам нужно изнутри будет проложить еще слой пластики, потому что вот тут тоненькая стеночка, вы будете затягивать, и она, конечно же, у вас лопнет. То есть вы или папье-маше, бумагой, да, вот машированием проложите, проклеите, или это самое, или положите дополнительный слой пластики толстенький. Вот, чтобы было крепко. Но тем временем у нас уже глазки подсохли, и мы поставим зрачки
И уже наш этот заяц-побегаец будет смотреть на нас со всей своей весенней нежностью. По поводу бликов. Если у вас есть кисточка хорошая, тоненькая, то вы, конечно, поставьте блики. Блик ставится на границе между зрачком и радужкой. Но если у вас нет хорошей тонкой кисточкой, лучше блик не ставьте, иначе получится такое бельмо, знаете, на глазу, ну, такой подслеповатый заяц. Ну, тоже имеет право жить. Вы, значит, можете покрыть... Вот я сейчас попробую попасть блик, чтобы у меня был в нужном месте. Потому как, так как он косой у меня, я его буду делать с разных сторон. А вообще блик ставится параллельно, но так как он у нас косит, я сделала снаружи там и там, с разных сторон этот блик. Что еще? Можете... Да и все тут, собственно говоря. Вот, когда вы расписали зайца, вам его нужно будет покрыть лаком. И лапки, и ручки, в общем, все вы покрываете лаком. Лак вам нужен будет в аэрозоле, акриловый, матовый. Можете, конечно, использовать какой-то и глянцевый лак, ну, на любителя, как хотите. Я матовым вот покрываю на водной основе. Вот и все. Хорошо взбалтывайте все матовые лаки, чтобы они были действительно матовые. Ну, это я уже вам рассказывала еще на Прохоре, да, что матовый лак, по сути, это глянцевый с присадками. Надо его хорошо взболтать перед покрытием. А то вроде как матовый, брызнули, а оно все глянцем там, в общем, получается не фэншуй. Не очень такой результат, как мы хотели. Вот, вы все это дело забрызгиваете. И оно у вас 10-15 минут сохнет. Мы, конечно, делаем монтаж и ничего не забрызгиваем. Будем переходить к креплению. Еще про руки, да? Про руки я хотела вам сказать. Значит, руки. Вот у нас эти проволочки, обмотайте их чем-нибудь. Вот у нас эти ручки на проволочках крепились. Вот, вы их обмотаете тряпочкой какой-нибудь, может быть. Я вот бумажным скотчем вообще так в наглую обмотала, просто чтобы под руками был какой-то объем. Вот, и потом опять-таки какой-нибудь тряпочкой, ну вот у меня тут под рукой была зелененькая, вот я решила зелененькую, хотя можно там бирюзовую, ну то есть я вам рассказывала, напротив цвета, да, чтобы там усиливали. Ну вот мне показалось, что зелененькая такая, как окрошечка весенняя получится. Если еще мимозы в лапке, то совсем будет хорошо. И просто обшиваете самым грубым способом. То есть вы делаете этот рукав длинный, видите какой, потом просто вы его собираете, чтобы он у вас в гармошечке был. И сверху можете еще какими-то там контрастными цветами поделать всякие, ну такие стежки высокохудожественные, как рука пойдет, в общем, чтобы они как-нибудь там смотрелись. Интересно, чтобы было интересно разглядывать. Так, вот это такое. Да, сейчас я это обрежу. Вот, и переходим непосредственно к креплению нашей головы. То есть, конечно, можно было бы вначале пришить ноги, а потом ставить голову. Но мне так, знаете, не всегда понятно, куда ставить ноги, пока нет головы. Поэтому мы будем прикреплять голову. Я опять-таки чуть-чуть подниму сейчас нашу камеру, чтобы я помещалась все выше и выше. Да. Чтобы я помещался мой стол весь, и вам было видно хорошо. Так, что у нас здесь? Ну вот вы найдите, покрутите эту грушу свою. Найдите какую-нибудь, может быть, такую штуку, которая вам напоминает, ну, тело, да, какую-то вот форму тела.
Может быть, вот так вот пузика побольше, а может быть, в другую сторону. Опилки внутри почему я люблю? Потому что они очень такие, их куда загнешь, там они останутся. Их можно подбить, можно подмять, какую-то форму из них сделать. Если где-то что-то торчит, можно его постучать и умять. В общем, удобная, пластичная такая штука. Можно там перемещать эти опилки внутри как угодно. Вот, ну вот я уже такую себе наметила, такую штучечку. Ну и все, и потом берем горячий пистолет. Если нет горячего пистолета, тогда ПВА густой строительный. Им тоже, ну, только надо будет подержать подольше. С горячим пистолетом, конечно, это вообще история такая быстрая, легкая. Я думаю, у всех рукодельниц он присутствует на столе. И все, и мы просто вот прям одеваем, ой, голову туда. И все, и вот он уже этот у нас заяц торчит. И он хорошо крепится и внутри к этим, ко всем штукам. Вот. С ногами тоже проблем креплений не будет, я думаю, потому что все очень просто. Вы их просто пришьете за вот эти дырочки. Берете иголочку, какую-то ниточку поплотнее, можно какой-то декоративный шнур, можно ленту, можно как угодно. Уже у вас вот есть этот заяц, вы примерно понимаете, где у него будут эти ноги, ну, чтобы он такой, такой смешной выглядел. Ну и все, и просто пришиваете. Если вам лень пришивать, господи, да приклейте их тоже. Но мне кажется, если пришить, все-таки оно как-то будет повеселее смотреться. Так. Можно просто какой-нибудь вощеный шнур взять, а можно кожаным шнурком пришить, а можно пришить и каким-то шнурком в цвет там ручек, да. Ну, то есть, девочки, вы же это, фантазия у вас так работает, что можно позавидовать. Так, ну вот, господи, удобно мне так шить. Ну, как бы я пришила, да, как бы по-быстрому я пришила. Ну вот такое вот это чудо получается. Что дальше у нас? Кстати, вы можете эту голову куда-нибудь направо или налево, что он смотрит в сторону, если вы несколько зайцев делаете, чтобы они у вас не были все эти как молодцы, одинаковые с лица. Можно потом вырезать какой-то такой просто вот кусок ткани, чтобы не шить, а можно пошить, конечно, какой-нибудь пиджачок, вот так прям сверху его тоже прихватить на этого зайца. Тоже будет симпатично, да, смотреться. Почему бы и нет? Какой-то бантик ему сюда еще в какой-нибудь горошек. Он же нарядился идти нас поздравлять с наступающим праздником весны и любви. Ой, хвостик забыла ему приклеить. Вот хвостик назад тоже можно приклеить, и будет вот так, наверное, да? Нет, вот так. Вот, чтобы было хорошо. То есть мы все приклеиваем. Ну, давайте приклеим уже. Приклеим уже этот пиджак. Пуговички всякие. Ну, кто насколько любит шить. Вот. Тот так и развлекается. Если вы любите шить, шейте. Я шить не люблю, я люблю лепить. Мне лучше слепить 2 головы, чем пошить один какой-нибудь пиджачок. Поэтому все выкройки мои просты до безобразия. Во, какой у нас лихой заяц получается. Вот такой шальной. Тут можно какую-то пуговичку пришить. Ну, в общем, там уже это. С руками тоже, как вы понимаете, все очень просто. Вы просто берете эту руку, горячий пистолет. Все, вы ее приклеили. Согнули ее там как угодно. Вот вам этот заяц побегает. Вот такой вот это получается. Ну и вторую руку тоже, она у меня просто недоделанная. Поэтому он такой у нас сейчас инвалид. Получается, с одной ногой, с другой рукой, и хвост лежит в сторонке. Вот.
Я сейчас переверну камеру, включу эти комментарии. А, может быть, еще вам интересно эту челочку как клеить. Ну, челочку, кусочек найти вот этой шерсти какой, ну, такой вот мы делали куклу, вот у меня остался кусочек такой какой-то шерсти. Ну и вот я его тоже куда-нибудь могу сюда. Слушайте, можно же зайчиху с косами сделать такую, да? Вот, и мы его тоже приклеим на там суперклей какой-нибудь. Можно на ПВА, можно на горячий пистолет. Ну, горячий пистолет не очень будет держаться. А на вот такой какой-то кристалл момент все будет прекрасно. Вот. О, мы ему сейчас сделаем такую челочку. Ну вот, смешной парень получился. Вот такой. Вот, в общем, с образами можно играться. Можно и рыжих, и таких-сяких. Я включаю комментарии и переверну камеру, чтобы вы задали вопросы, которые есть у вас, если есть. Так. Вот. Я с удовольствием на них отвечу. Может быть, какой-то процесс я показала не полностью, да, или что-то там где-то упущено. Не стесняйтесь, спрашивайте. Да, клетка на столе 1 сантиметр. Но вы учитываете все равно, так как камера очень близко расположена к этой клетке, есть некое искажение по периферии. Поэтому то, что над камерой, да, прямо, там это прямо получается. А все, что так надо зайца повернуть рабочей стороной, знаете, такой. А, я ему румянец как стерла, так и не добавила. То есть вы обязательно, когда расписываете этого зайца, да, вы это... вы его обязательно фиксируете, а потом уже продолжаете клеить, потому что не будет держаться. Эта пастель, она моментально, на нее дунешь, и она все улетела. Когда запекаемой пластикой, там получше. Если вы на сырую ее покрываете, она вообще въедается во время запекания. И это самое. Сейчас очки покажу, да, вот видите как. Если не вытаскивать фольгу, ну точно так же вы приклеиваете, вы ее немножечко туда, знаете, постарайтесь хоть чуть-чуть промять вовнутрь. Тоже сюда потом горячего этого клея. Про морилку говорила на презентации, не выдумывайте, посмотрите еще раз презентацию, говорила. Морилки нет, ради бога, можно заменить и кофе. Тело я тоже этой морилкой тонировала. А чего, уже он стоит, банка разведенная, можно ей тонировать, ради бога. Вот, значит, вы продавили и сюда прям этого клея горячего налили. Но только смотрите тоже, чтобы так сильно много не было, чтобы он не вытек за это головы, а то у него там будет по бокам такие эти бакенбарды висеть из горячего пистолета, из горячего клея. Тоже не очень. Очки делаю. Очки делаете вообще очень просто. Берете какую-нибудь тоненькую проволочку. Вот я вам сейчас покажу. Как делаем раствор морилки? Наливаем в банку воды. Берем банку с морилкой из строительного магазина и льем туда. Какая пропорция, я вам не могу сказать. Честное слово, всегда делаю вот на глаз. Сделала, размешала где-то на какой-то кусок, какой-то там голова валяется. Я там раз попробовала, вот где-то, вот как раз я тестировала. Попробовала, смотрю, мне слабенько, да. Но я еще добавила концентрацию. И все, форма лапок в первой части, да. Негр получился. Возьмите влажную тряпочку, но если вы не разведенной морилкой, да, конечно, негр получится. Возьмите влажной тряпочкой, сейчас быстренько вытрите ее сверху и все. Ничего страшного. Можете под кран поставить, только не трите под краном, потому что это нос сотрете, растворяется этот пластик. А если еще под теплой водой, так вообще. Так, я отвлекаюсь. Вот, я буду показывать где-то на уровне стены, наверное. Тоненькая проволочка. Кисточку берете. Раз, ну и что-нибудь кругленькое. Получается вот такая штучка. Отступаете какое-то расстояние.
Вот еще получается штучка. Вот очки получились. Можете вот здесь взять вот эти, где вот эти верхние дужки, ниточка еще обмотать какой-нибудь или проволочкой еще раз пройти. И все. Вот, и вы потом, значит, эти очки ему на нос посадите. На конце здесь, на конце этих дужек, я вам сейчас покажу вот здесь сбоку. На конце дужек сделайте такие маленькие петелечки, и вы можете пришить эти очки. И они будут так тын-тын-тын-тын ходить. И все, то есть ничего сложного нет. Нет, глаз белки не красим белым. Вот как оно вот затонировалось, вот так и оставляем. И понимаете, белый цвет, он очень агрессивный такой на самом деле. То есть если вы даже будете тонировать зайца, и где-то оставится кусочек беленького, он вылезет, и вот глаз будет за него цепляться, потому что он такой, ну, очень, очень яркий, да, вот белый цвет. Для того, чтобы сделать больше яркость краски, добавляют белый, да, поэтому это... мы убираем этот весь белый цвет. Так, про очки рассказала, про все, вроде про все рассказала, да? Друзья, спасибо большое. Волшебство, я летаю в раю. Очень хорошо. Я очень рада. Значит, я, знаете, не зря вот это куклю, потому что как еще мне, кукольнику, да, что я могу придумать, делать в такой ситуации? Вот только куклить, понимаете? И я призываю всех мастеров, которые хотят поделиться своим мастерством, пожалуйста, проводите какие-то такие встречи в прямом эфире, чтобы пообщаться, чтобы люди видели, что жизнь продолжается. Потому что кто-то написал: мне стыдно куклить в такое тяжелое время. Ну, я понимаю все, но я еще раз говорю, ресурсное состояние нужно не только нам с вами, еще нужно нашим детям, нашим родным, близким, которые находятся, и главное, нашему головному мозгу, да, чтобы жизнь была легче, ярче, веселее, потому что все равно весна, потому что все равно будет мир, будут праздники, и будет радость и веселье. Не надо умирать со всеми. Нет, живите, пожалуйста, живите, радуйтесь жизни. Я вас очень люблю. Машу вам лапками. Делайте, пожалуйста, кролик, какой-то хэштег. А я не знаю, вот какой хэштег. Я, может быть, какой-то поищу просто. Может быть, кроль, какой, куклим кроля, куклим заю. Ну, вот я не подготовилась. Да, было бы здорово посмотреть, какие у вас эти кроли получаются. Вот. Было бы интересно. Все, пока-пока. Люблю, целую. Нет, брошку я делала не сама. Брошка это Лепихина или Лепихина. Не знаю, как правильно произносится фамилия. Это ее брошки. Вот эта брошка еще вчера я была в брошке. Мне не очень нравится. Они из керамика с тканью. К эльфу в хэштег Dolls. А он такой длинный там этот. Я поищу хэштег, я напишу, может быть, какую-то сторис сделаю. И все. Спасибо большое. Привет всему моему Запорожью. Это самый длинный город на земле. Я была в Запорожье не раз. И живет там куча хороших людей. Да. Кролики, объединяйтесь. Шикарный хэштег. Слушайте, Елена. Да, давайте попробуем. Вот кролики, объединяйтесь, сделать с таким хэштегом. Да, капризик я к 8 марта выложу. Понимаете, он там такое качество не очень хорошее. Ну, такое, какое есть. И капризик будет на Ютубе. Вы заходите ко мне на Ютуб. Если у вас Фейсбука нет, заходите на Ютуб, там смотрите, и все. С праздниками, девочки, с праздниками. Не разрешайте, чтобы ваше сердце разрывалось от злобы, любви вам, весны вам, всего самого хорошего. Кроли Атоли, Люба. Класс, кроли Атоли, мне тоже. Но это так, знаете, это мне надо убить немножечко в себе это эго. У меня его очень много. Вот кролики, объединяйтесь, это классно. Все, всем пока.
Еще раз призыв к мастерам. Пожалуйста, если вам там сложно, трудно собрать аудиторию, или вы боитесь, или не знаете, с чего начать, пишите, я это проконсультирую, как провести прямые эфиры, и чтобы это было бодро, весело и интересно, да, и чтобы, значит, вы могли поделиться, заразить людей тоже. Вот. Все, пока-пока, пока-пока. До новых встреч, с наступающими.